Новая дипломатия Трампа, спецпосланников в Москву, много оружия в Киев. Громкий провал. Украинская разведка опозорила Путина. Российские эксперты в панике. Август может принести неприятные нежданчики на фронте. Переговоры между Киевом и Москвой, есть новые подвижки. Не только Молдова, в какой еще стране Кремль готовит переворот? И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Российская авиация третий день подряд наносит удары по району Корабел в Херсоне. И снова были попадания в Островский мост. В результате бомбежки есть одна жертва. Движение по мосту затруднено, но до сих пор возможно. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в телеграм-канале, что в районе еще остается около 1800 гражданских лиц. Призываю жителей Корабела выезжать. Не рискуйте жизнью, вы получите помощь на каждом этапе. По информации Z-каналов, для удара по мосту использовались управляемые бомбы ФАБ-3000. Добрым словом можно достигнуть многого, но добрым словом и пистолетом гораздо большего, особенно если речь идет о переговорах с Кремлем. Похоже, в США окончательно осознали, как нужно вести дела с Путиным. Накануне визита спецпосланника Трампа Стива Уиткофа в Москву посол США при НАТО напомнил, что еще делает Вашингтон. Президент Трамп – миротворец, и, продавая оружие нашим союзникам по НАТО, мы стремимся оказать давление на Россию, вернуть ее за стол переговоров и добиться прочного прекращения огня. Ранее в телеинтервью посол Уитакер рассказал, что такая схема позволяет избежать дефицита вооружений у союзников и одновременно поддерживать Украину. США производят самое современное оружие и боеприпасы в мире. Украинская армия рада получить эти системы. Они дают возможность эффективно обороняться от российского давления. А когда Москва созреет, можно вернуться к добрым словам. В то же время президент Трамп ясно дал понять, конфликт не будет решен на поле боя. В конечном счете необходимо дипломатическое урегулирование. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники сообщило, что США и европейские союзники по НАТО намерены с помощью нового механизма предоставить Украине вооружение на 10 миллиардов долларов. Поздравляю корабелов и военных моряков с этим событием. В ближайшее время новый ракетоносец встанет на защиту морских рубежей и безопасности Отечества. Звонкая оплеуха для Владимира Путина от украинских разведчиков. Спустя 10 дней после того, как хозяин Кремля принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», документация субмарины попала в руки Главного управления разведки Минобороны Украины. В распоряжении ГУР оказались списки личного состава экипажа подводной лодки, боевые инструкции, схема корабля, предписания и другая документация. Добытая разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только «Князя Пожарского», но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора России. Подводная лодка стратегического назначения «Князь Пожарский» вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ всего только 24 июля 2025 года. В мероприятии на заводе «Севмаш» в Северодвинске присутствовал лично Владимир Путин. Подъем военно-морского флага готов. Разрешите приступить? Разрешаю. Возможно, российский диктатор даже успел пожать руку тому, кто передал документацию подчиненным Буданова. А еще в КГБ работал, на шпиона учился. Может, поэтому Путина в советской разведшколе и забраковали? Что думаете? Пишите в комментариях.
ВСУ готовят сюрприз для российской армии. Александр Сырский форсированно собирает ударную группировку из 8 тяжело вооруженных бригад. Пишет об этом не Рейтер или Блумберг, а московский комсомолец. В дополнение создаются десятки беспилотных подразделений. По предварительным данным, их число может достигнуть 50. Все это в сумме способно превратиться в ударный кулак численностью около 20 тысяч человек уже в ближайшие дни. Зэт-эксперты Владислав Шурыга и Сергей Лебедев, которые описали прокремлевскому изданию такой сценарий, ничего хорошего от главнокомандующего ВСУ не ждут. Они считают, что Сырский припас для оккупантов какой-то неожиданный план, похожий на прошлогоднюю Курскую операцию. Сейчас сложно с уверенностью сказать, где именно будет нанесен удар. Возможны сценарии как по южному направлению, например, в районе Токмака и Бердянска, с расчетом на отрезание сухопутного коридора к Крыму, так и попытки прорыва в районе Харьковско-Белгородской дуги. Что об этом думаете? Пишите в комментариях. Есть хорошие новости для семей украинских военнопленных. Владимир Зеленский подтвердил, что по результатам переговоров с российской стороной в Стамбуле есть договоренность об очередном обмене. Домой могут вернуться еще 1200 украинских защитников. Сейчас идет работа над списками, сообщил Зеленский по результатам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье 3 августа. Умеров доложил о работе по возврату гражданских лиц, а Ермак по возврату депортированных в Россию детей. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Масштабный пожар на стратегическом предприятии в стране ЕС. В Румынии произошло ЧП на Куджирском механическом заводе. Тут производят стрелковое оружие и боеприпасы. Пожар удалось потушить через 6 часов, в течение которых было слышно несколько взрывов. По данным властей, ущерб от пожара составил более 400 тысяч евро. В результате пожара было уничтожено около 150 тысяч патронов для пулеметов. Причина пожара пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Министр экономики Румынии Раду Мируца, который посетил место происшествия, не исключает возможности диверсии. Накануне агентство Bloomberg поделилось публикацией, в которой со ссылкой на мнение западных чиновников было оптимистично заявлено, что российских диверсий в Европе стало меньше. Похоже, что коллеги Чипиги и Мишкина выступили с неофициальным опровержением. Кремль готовит силовой переворот в Ереване. Об этом пишет азербайджанское издание «Минвал». Москва прилагает серьезные усилия для того, чтобы консолидировать армянскую оппозицию и повести ее в атаку на Никола Пашиняна. Более того, ставка при этом откровенно делается на реваншистские круги и прежде всего свергнутый карабахский клан. Авторы публикации обращают внимание на недавнее интервью ТАСС главы Союза армян России Ары Абрамяна, который заявил, что, не планируя участие в выборах, собирается объединить здоровые силы де-факто против правительства Никола Пашиняна. Она, эта власть, отбирает у нас нечто большее, то, что цены не имеет: нашу родину, нашу историю, нашу память, наши традиции и христианскую веру, наш Арцах с его древними храмами, наш Сюник и Зангезур с их героическим прошлым. Обращает Минвал внимание и на новый масштабный проект Россотрудничества по доставке гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Целевая аудитория – десятки тысяч человек. Москва на фоне откровенного дефицита ресурсов в результате украинской войны вновь готова вкладывать в армянский проект солидные средства. И вряд ли дело ограничится одной только показной гуманитарной помощью. Армения уже очень хорошо знакома с технологиями избирательных взяток, чем беззастенчиво пользовался пророссийский карабахский клан вербовкой за деньги массовки на митинги. Авторы также обращают внимание на последнее сообщение о переброске личного состава и военной техники на российскую базу в армянском Гюмри. В том числе речь идет о технике, предназначенной для ведения боевых действий в городских условиях. И вот где, интересно, эти уличные бои планирует вести командование российской базы? Там опять грезят новой войной за новые территории и собираются пить чай в Баку? Или воевать российская база собралась на улицах армянских городов?
Выборы в Армении намечены на 2026 год, но авторы предполагают, что Москва ждать официальных выборов не намерена, и сценарий свержения Пашиняна может быть и силовым. Пока столбики термометров в Европе достигают даже 40 градусов, на другом краю Земли выпали редкие снегопады. Несмотря на то, что в южном полушарии теперь зима, снег тут выпадает редко, тем более в таком количестве. Снегопад стал неожиданностью и вызвал хаос в ряде регионов. Из-за налипания мокрого снега на провода происходят перебои с электричеством, а на дорогах десятки аварий. Зимняя резина в Австралии почти не используется, за исключением отдельных горных регионов, где иногда бывает гололед. Но остальные с энтузиазмом фотографируются на редком фоне, играют в снежки и лепят снеговиков. Это на самом деле очень сюрреалистичный опыт, и я всегда мечтал побывать в снегу. Я никогда в жизни не видел снега, и это действительно сюрреалистичный опыт. И да, это потрясающе. Только Дональда Трампа в гости не позвать. Поле для гольфа пока для игр непригодно. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.